Здравствуйте, дорогие наши коллеги и друзья, с вами Александр, вы на канале «Давай запишем». Сегодня вашему вниманию знакомство с аудиоинтерфейсами от компании Arturia. Встречаем MiniFuse 1 и MiniFuse 2. Нисколько не сомневаемся, что каждый из вас хоть где-то или когда-то, но сталкивался с продуктами Arturia. Но еще бы, на рынке можно увидеть десятки моделей MIDI-клавиатур, контроллеров, барабанных пэдов, синтезаторов, как живых, так и программных. Ну и, конечно же, огромное количество весьма качественного софта. И вот, наконец, настал тот самый момент, когда артурийцы взяли и решили выпустить в свет свои собственные звуковые платы для домашнего или мини-студийного использования. Этот момент надо подчеркнуть, поскольку эти продукты резко отличаются по цене от тех же AudioFuse 8 Pre или AudioFuse Riff 2, обзоры на которые у нас, кстати, есть, можете их посмотреть. Так вот, там ценник, мама дорогая, но там и область применения вряд ли домашняя. Ладно, новую линейку Arturia обозвали MiniFuse и включили в нее три модели: одноканальную, двухканальную, которую нам любезно предоставили для съемки ребята из мультимедиа, и четырехканальную. Ее у нас пока нет, но она есть. Да, и сразу замечу, что все эти модели выполнены в двух цветовых решениях: черном и белом. Что ж, первое, о чем хочется сказать, не подключая и не слыша их в работе, это визуально-тактильные ощущения. Смотрятся они просто, но строго, выполнены очень аккуратно, нигде никаких неровностей или торчащих элементов нет. На ощупь приятные. Снизу 4 резиновые ровно приклеенные ножки, поворотные фейдеры плавные и достаточно тугие, что очень и очень здорово. Да даже шнурок, и тот сделан по высшему классу, в меру плотный, в приятной тканевой оплетке. Что касается ценника, то самая маленькая модель у нас будет стоить где-то под 12 тысяч. MiniFuse 2, опираясь на цену на сайте производителя, это еще где-то плюс 5000 рублей. Ну и что касается четверки, то цену не называет пока даже сам производитель. Ждем 2022 года, обещают прайс скорректировать. Хорошо, теперь давайте смотреть, что тут у них есть. Входы 1 и, соответственно, 2. Все имеют кнопку Hi-Z для подключения инструментов. Фантомное питание, само собой. Колесо общей громкости. Управление громкостью наушников. И вот оно, первое заметное отличие. Двухканальный образец имеет регулятор баланса сигнала Input USB, а это, надо сказать, при мониторинге не самое последнее дело. Хотя мы понимаем, что и к варианту без этой функции тоже можно совершенно нормально приспособиться. Перемещаемся на заднюю сторону. Все идентично, за исключением MIDI. В двойке оно есть, и это значит, что любое оборудование с MIDI-интерфейсом сюда благополучно подключится. Ну и никак нельзя не отметить заботу Arturia о своих пользователях, которым часто не хватает USB-порта на компьютере для подключения той же USB MIDI клавиатуры. Товарищи, головная боль снимается. Вот он, USB-хаб, подключайте сюда все, что вам необходимо. Да, и что касается четырехканальной карты, то отличие, естественно, еще больше. Во-первых, в нее можно подключить сразу двое наушников. Во-вторых, 4 выхода – это дополнительный источник мониторинга. В-третьих, USB-хаб готов принять уже 2 устройства. Ну и в-четвертых, это возможность питаться не только от компьютера. Пока непонятно, будет ли блок питания в комплекте, но это уже вопрос второстепенный. Ну что ж, теперь традиционно пробежимся по цифрам, которые нас всегда интересуют в самую первую очередь. Уровень усиления на входных каналах равен 56 дБ, а это говорит о том, что любые динамические микрофоны, будь то вокальный или дикторский, эта карта в любом варианте исполнения раскачает. Не будем голословить, подключаю и при вас тестирую. Итак, друзья, подключили мы сюда прожорливый динамический SE Electronics V7. Громкость установили на 3 часа, уровень громкости. Судя по волне, это можно назвать громкостью оптимальной. Ну и, как видите, запас еще есть. Поэтому любые динамические, как то вокальные, либо дикторские, please welcome, эти карты потянут.
Следующий важный показатель – это мощность выхода на наушники. Цифры из описаний – это 137 милливатт при 33 омах. Ощущение при прослушивании хватит всем. И тем, у кого 80 Ом, и тем, у кого 250. Далее, по цифрам здесь 24192. По системным требованиям 4 ГБ оперативки, Intel i5 или быстрее. По системе не ниже Win 7 или 10.10 в яблоках. Все, друзья, время подключаться и слушать, как эти новинки ведут себя при записи. Кстати, чтобы долго не гулять по сайту в поисках драйвера, смотрите, как быстро его отыскать. Заходим в продукты, жмем на вкладку «Ресурсы», опускаемся вниз. И вот он к вашим услугам. Качаем, устанавливаем и работаем. Ну и последнее перед тестом – это дополнительное навесное оборудование в придачу к карточкам. Как видите, комплект вполне боевой, и для хорошего старта вам точно его хватит. Компания Arturia была основана в 1999 году в Гренобле инженерами Фредериком Бруном и Жилем Померрёй для создания доступных программных синтезаторов. Первым продуктом, который они разработали, была виртуальная рабочая станция для инструментов Storm. Подражание классическим аналоговым синтезаторам помогло компании завоевать популярность на своем рынке, и чтобы создавать звуки с минимальными цифровыми артефактами, Брун и Померрёй разработали новые программные алгоритмы для устранения этих проблем. Теперь, друзья, давайте заглянем на время задержки при изменении буфера. Знаем, что для многих пользователей этот вопрос часто играет решающую роль при выборе подобного оборудования. Так что наблюдайте, оценивайте и прикидывайте. Ну а теперь буквально пару вокальных фраз под гитару. И как вы понимаете, делать мы это будем при помощи карты Minifuse 2. Слушаем. Капельки дождя на моем окне, милый образ твой тенью на стене. Все вокруг еще напоминает мне о том, как мы были счастливы вдвоем. Друзья, в итоге, по ценовому признаку Minifuse 1 находится примерно где-то между Evo 4 от Audiente и Focusrite Solo. При этом у Solo выход на наушники чуть слабее, 91 милливатт при тех же 33 омах, а Audiente и вовсе порядка 45 милливатт при той же нагрузке. Однако предусилитель у Evo 4 плюс 58 дБ против 56 у Solo и Minifuse, да еще и микрофонных каналов у Audiente не 1, а 2. Но при этом Evo 4 не имеет никаких физических ручек-крутилок, что для кого-то может быть моментом критическим. Одним словом, товарищи, выбор аудиоинтерфейса целиком и полностью зависит от всех ваших целей и задач, плюс от того, какое конкретно оборудование вы собираетесь использовать в своей работе, плюс от каких-то факторов удобства и комфорта. А что касается качества звука, то, на наш взгляд, у Arturia с этим все в полном порядке. По поводу стабильности, надо, конечно, какое-то время тестить этот параметр, но мы практически уверены, что такая опытная компания вряд ли допустит себе какие-то промашки именно в этом вопросе. Во всяком случае, за время тестирования и записи у нас никаких намеков на какие-то сбои в работе не было. Так что продукт нами признается совершенно годным, цена вполне адекватная. На этом и закругляемся. Будут вопросы, задавайте. Если кто-то уже имеет подобный интерфейс, делитесь впечатлениями. Всем удачи и всего доброго. Брун, Померрёй. Вот неужели трудно было? Иванов и Петров. А нет, Петров это значит Баширов и Петров. Иванов и Сидоров. Нет, надо вот Померрёй.